часто бывает так, что человек видит, в общем, довольно современную обстановку. Cities and cars. Машины, города. And I don't know if they're in this life or if they're in the one that just happened before this. И иногда бывает трудно различить, оказался ли человек уже в этой своей жизни или прям непосредственно предыдущей. Because they both sound very much alike. Потому что предыдущее воплощение очень похоже на нынешнее. Бывает так. This is why it was important. I'm doing the interview. I want to know, where were you born? Where did you grow up? This is part of the childhood. Поэтому в процессе беседы я спрашиваю, где человек родился, где он рос, чтобы определить, какая обстановка вот его окружала. Then if they start describing something that sounds modern, I'll have an idea, are you in this life or if you're in another one. Поэтому, когда человек начинает описывать что-то более-менее современное, я уточняю, в этом ли он воплощении находится или в предыдущем, непосредственно в предыдущем. I usually don't want them in this life. Как правило, я не стремлюсь отправить клиента в настоящее воплощение. But suppose the subconscious knows all about you, and it may choose to take the person into this life. Но поскольку наше высшее сознание, оно обладает знанием, абсолютно всем знанием о человеке, да, оно принимает решение, в какую жизнь человеку нужно переместиться. There may be something there that they need to clarify or have more information on. Бывает так, что в настоящей жизни присутствуют моменты, которые человек либо должен для себя прояснить, либо вспомнить. Something that happened in this lifetime. Да, что-то, что происходило в настоящем воплощении. If that happens, then I let them go through that part. И если так случается, что человек перемещается в настоящую жизнь обратно, да, то я позволяю ему просмотреть то, что он должен просмотреть. Then we go to a past life. И только потом я перемещаю его в его прошлое воплощение. But sometimes they go to the life just before this one. Иногда бывает так, что человек оказывается в непосредственно предыдущем, перед этим воплощением. We're going to show a demonstration on the last day of the class. В последний день нашего семинара мы покажем вам диск с демонстрационным сеансом. And it was one I just did, when was it, in February? Это сеанс, который я проводила в феврале. Because now we're videoing the demonstrations. Потому что сейчас мы записываем демонстрационные сеансы на видео. And in that lifetime, the woman went to the life just before this one. И вот в этом сеансе женщина как раз оказалась в воплощении, предшествующем нынешней ее жизни. And it was a very good session. You can tell when you listen to it by her answers, we know what time period she is in. Это очень хороший сеанс оказался, и по ее ответам прям четко слышно, что она оказалась, вот в каком воплощении она оказалась. Of course, in that life she was a man, so it was easier to tell. Но в той жизни, в предыдущей, она была мужчиной, поэтому оказалось довольно легко распознать. But you can tell by asking questions about the clothes they're wearing and about the cars, and we know it was the life before this one. Но задавая вопросы относительно одежды, там, машин или каких-то предметов, окружения, обстановки, можно довольно легко вычислить, в каком времени и в какой жизни человек находится. So sometimes they go into the one just before this. Поэтому, бывает так, что человек оказывается в предыдущем, непосредственно предыдущем воплощении. See, I'm going to be going over what you ask and everything so you can know where they are. But I've also had many people who died in the various wars, and they've come back very quickly. Я остановлюсь также на том, как и какие вопросы задавать, чтобы понять, в каком времени человек оказался, да. И также хочу сказать, что часто приезжают люди, которые погибли в различных войнах и достаточно быстро воплотились обратно. They come back very fast. Очень быстро воплощаются обратно. I had a woman a few months ago who was only dead for 2 years. Несколько месяцев назад у меня была женщина, которая
ну, у которой перерыв между жизнями был всего 2 года. That's very fast Это очень быстро. to turn around that quickly and come back into a life again. То есть она туда сходила и вернулась практически обратно. So that's why I explained to them why I want that year of birth, because I don't know where they're going to go. И я объясняю вот про почему я прошу назвать год рождения, да, чтобы человек правильно меня понял, чтобы была возможность определить, в какой жизни, в каком воплощении он окажется Then в the next thing she always says more than I say. Okay, so Russian is longer. Russian is 40% longer than English. You know. Is that why it is? I don't know. Yes, it is. Of course, she knows the material. I think she always think you're adding things. Well, maybe sometimes, but very small. No, I didn't say all that. Okay. Я сильно добавляю к тому, что. Okay, the next thing I write down, I say I want to know the cast of characters. Следующее, что я записываю в тетради, это список действующих лиц и исполнителей. And I explain to them because we come back with the same people again and again. Опять же, я объясняю это клиенту, что мы воплощаемся с одними и теми же людьми. Either because we like to, либо потому что нам это нравится, or because there is karma to be repaid. Либо потому что присутствует карма, которая должна быть компенсирована. And we make the contracts to come back. И у нас заключены договора на то, чтобы ее компенсировать, на то, чтобы воплотиться обратно вместе. Now, I have found there is more karma involving husbands, wives, and children. Я обнаружила, что больше всего кармы присутствует в отношениях мужей, жен и родителей детей. More than any other relationship. Больше, чем в каких-либо других отношениях. You can see why, because it's closer. И это, наверное, понятно, объяснимо, потому что это близкие люди. There is some karma with parents. Есть определенная карма по отношению к родителям. But usually by the time you leave home, get married, or go to college, Но обычно к моменту, когда человек отделяется от родительской семьи, поступает в колледж или устраивает свою собственную семью, it's all worked out by that time. эта карма уже компенсирована. Unless you are living, the parent is living with you in your house. Если только родители или родитель не живут с вами в вашей квартире, в вашем доме. Or you have daily contact with that parent. Или вы часто с этим родителем буквально каждый день контактируете. Then there could still be some karma. Тогда можно сказать, что у вас все еще есть какие-то кармические долги. Okay. So I'm going to write down names of the cast of characters. Так я записываю имена близких. Because sometimes in the session, they might see someone and they'll say, I know who that is. Иногда в процессе сеанса человек говорит, что я вижу вот кого-то там, и я знаю, кто это. And they'll give me a name. Я говорю, назови. If I don't have written down a name and relationship, I don't know what questions to ask. И если бы я не записала, как зовут этого человека в нынешней жизни и отношения, в которых он состоит с клиентом, то я бы не знала, какие вопросы задавать. So I write down the husband or wife's first name. All you need is the first name. Все, что нужно, это просто имя. Поэтому я пишу имена мужей и жен. Now, if they've been married several times, Бывает, что люди состояли в нескольких браках. you can see what we've gone through with the interview if they've been married several times. Представляете, да, сколько человек рассказывает, если он был женат там или выходил замуж несколько раз. They want to tell me all the problems and what the divorce was about and all of that. With all Человек of the хочет рассказать, стремится рассказать про все свои разводы, про все свадьбы, про все прочие вещи. So, if they've been married more than once, I just put down name and first husband, second husband, just in Опять же, case. если было несколько браков, то я записываю, что вот, значит, имена каждого из супругов.
Первого, второго, третьего. And Сколько их там было? the first name of the children. И имена детей тоже записываю. Okay. Now, I said, if you have their mother and father, if they've been an important part, you don't need their names, because if they see them, they'll just say mom or dad. Имена родителей я не стараюсь записывать, потому что чаще всего, когда человек узнает там своих родителей, он так и говорит, это мама или папа. So, I might write down alcoholic father or something like that. Ну, я иногда, правда, делаю пометки, что там папа алкоголик или что-то в этом роде. Okay. One man said, "Do you want the name of everybody I know?" Один человек предположил, что я хочу записать имена абсолютно всех, с кем он знаком. I said, "No, now we're going too far. Я говорю, нет, это будет чересчур. Just the closest ones." Просто имена тех, с кем ближе всего общаетесь. But you never know. In one session, the man saw somebody in the session. Но на самом деле никогда не знаешь. На одном из сеансов вот мужчина там увидел кого-то. And he said, "That's my boss." И говорит, это мой начальник. He said, "No wonder we don't get along." Теперь я понимаю, почему у нас такие отношения. So you never know what's going to come up. То есть никогда наверняка не знаешь, что произойдет, что выяснится. But then I also say, sometimes none of these people will come up in the session. С другой стороны, иногда бывает так, что ни один из близких людей в процессе сеанса не возникает. But I need the names just in case. Но на всякий случай имена я все равно записываю. Okay, so we have the cast of characters. Итак, записали действующих лиц. Then I write down what their occupation is. Потом я пишу профессию и род занятий. Because sometimes that's what they've come to see me about, is their job and their career. Случается так, что клиент приезжает позадавать вопросы по поводу работы, по поводу карьеры. I've had people coming who say they hate their jobs so much they want to commit suicide. Были такие люди, которые говорили мне, что я так ненавижу свою работу, что я готов с собой покончить. And they're serious, they mean it. И они говорили это на полном серьезе. I say no job is worth that. You can always find another job. На что я всегда говорила, что ни одна работа не стоит вашей жизни, всегда можно найти что-то еще. But they feel trapped. Но человек так или иначе чувствовал себя в ловушке. So I put down the job, and then now we're going to go to the list of questions. Потом я записываю вот род деятельности, профессию, занятия, да, и потом мы переходим к списку вопросов, которые привез клиент. And by this time, we've been talking enough that we already know these questions that they're asking. И к моменту окончания нашей беседы, к моменту, когда мы берем в руки этот список вопросов, мы уже достаточно много обсудили, поэтому мне понятно, к чему эти вопросы. So I can usually break it down to maybe 3 or 4 points at the most. That'll be the important things to cover. Я обычно записываю 3-4 момента, 3-4 вопроса, которые действительно очень важны и имеют особое значение. It's usually the physical. If they've come for that, I just write that down. А если это касается состояния здоровья, то я записываю обязательно. Now you must remember, when they're talking about physical problems, the doctors put labels on things. Следует помнить, что когда человек рассказывает о каких-то своих заболеваниях, он использует те названия, которые дают доктора, да, то есть ярлыки, которые доктора навешивают на болезни. We have to put names and labels on things. Так или иначе, нам приходится обозначать предметы, обозначать явления. But it doesn't matter if the doctors have told me most of the time we haven't got any idea what's wrong with you. Часто доктора говорят мне, что мы вообще не имеем представления,
что там у человека болит и что с ним происходит. Но как-то это нужно обозначить. But they said we have to call it something or we don't get insurance. Да, но каким-то образом надо это обозвать, иначе страховка не будет действовать. So those are labels we put on То есть things. такие вот своеобразные ярлыки. The subconscious doesn't know these labels that you put on. Бессознательное высшее сознание не оперирует этими ярлыками, там они отсутствуют. The client will come in and say, the doctors say I have this big long disease name. Приезжает клиент и цитирует свой диагноз. Don't tell me the name that the doctors put on it. На самом деле я всегда говорю, не надо мне передавать диагноз, который вам поставили врачи. Tell me the symptoms. Расскажите, что у вас конкретно болит. What part of the body is being affected? Какая часть тела вас беспокоит? What are your symptoms? Каковы симптомы, которые вы испытываете? That's the way the subconscious understands it. Именно так подсознание, бессознательное понимает болезни. And when we get to the later parts of the class, I'll be telling you what the different diseases mean, what they're trying to tell the body. И чуть позже я вам расскажу, какие болезни, какие сообщения передают. Что So они обозначают. I write the symptoms down and the part of the body that they're being affected. Поэтому в тетрадь я обязательно записываю симптомы, которые имеются у человека, и те части тела или организма, которые у него болят. That is the part that we will be telling the subconscious. И об этом я буду рассказывать высшему сознанию. Now see, in this work, the subconscious can see inside the body. В процессе работы вот это вот бессознательное, оно может взглянуть сквозь тело, просмотреть тело насквозь. It looks through the body and it can see what's wrong with the organs, what's wrong with these different parts. Оно может увидеть тело насквозь и понять, что не так, что не в порядке. That's why it can happen so quickly. It sees it. То есть именно поэтому все происходит так быстро, что подсознание видит насквозь тела. Many times it'll see something that the client didn't even know was wrong. Часто подсознание видит те проблемы, о которых клиент, даже сам клиент, не подозревает. See, I want to finish this part before we go to lunch. Sure. It'll be in the body looking at one organ and it'll say, oh, there's something here with the kidneys. Например, клиент просит обратить внимание на какой-то свой орган, да, а подсознание говорит, что там что-то еще не в порядке, например, с почками. It's going to cause a problem later. И эта проблема с почками выявится несколько позже. I said, well, we'll fix it while we're in here. Но они обычно говорят, что мы сейчас починим, пока уж мы здесь. Might as well, while we're here, we'll just fix that part too. Да, и заодно они чинят все прочие моменты. He does this a lot. Это очень часто случается. Later, the person didn't even know there was something with that part of their body. Человек даже иной раз и не подозревал, что у него там какая-то проблема в организме зреет. Now, this is important. You might want to write this down. But if the person comes in with a whole lot of ailments, I mean, they've got everything. I've had them do that, a whole list of problems with their body. Если клиент приезжает, и у него прям целый список болячек и симптомов, которые у него есть. Well, it'd take too long to go each ailment. То требуется довольно длительное время, чтобы отдельно рассматривать каждую из этих проблем. If I have a case like that, I will ask the subconscious to do a body scan. И если я сталкиваюсь с подобным случаем, я прошу подсознание просто просканировать тело. A body scan. Просканировать тело. I'll have it go through the body and say, do you see anything there? Let me see. I will have it go through the body and say, look at the organs and tell us what's the most important thing to focus on. Я прошу подсознание обратить внимание на тело и посмотреть
и рассказать о тех областях, тех органах, которые требуют большего внимания. And so I've had them do it. They go with the brain. Oh, brain looks all right, no problems there. Now we're looking down, the throat's okay, heart's all right. Sometimes, oh, I'm sorry, I'm getting ahead of you. И подсознание начинает вот это сканирование обычно с головы и говорит, ну, с мозгами все в порядке, горло вроде тоже хорошо действует, с сердцем более-менее все хорошо. Ага. Okay. This is what I'm used to just talking. All right. And sometimes what they think is the most important is not. И иногда человек несколько ошибается в том, что думает, ну, он считает, что больше всего внимания требует другой какой-то орган, чем на самом деле. Many times it will say, stop taking the medication. Очень часто подсознание говорит, что прекратите принимать таблетки. That is causing the problem. Именно таблетки вызывают эту проблему. There's nothing wrong. То есть ничего плохого в теле нет, никаких проблем как таковых в теле нет. And it can clean out the medication out of the body. И they or Clean, it'll clean the body. The body can clean. It'll do it. И подсознание вычищает вот этот вот остатки этого медицинского препарата из тела. If there is something wrong, А если там действительно есть какая-то проблема в теле, they will fix it. то они ее устраняют. I mean, I've seen them. I have many cases of back problems when people are getting ready for back surgery. Ко мне очень многие люди обращаются с проблемами со спиной. То есть приезжают люди, у которых назначена операция на спине, на позвоночнике. And they go through the spine, you can hear the bones popping and cracking as they go back into place. И когда подсознание чинит позвоночник, то прям слышно, как хрустит и трещит. And I know they can hear it on the tape afterwards. И я знаю, что в записи на кассете это тоже потом будет слышно. As I always say, what are you doing now? You know? Но я всегда спрашиваю, а что вы сейчас делаете? Oh, we're realigning the spine. We're putting the bones back the way they belong. И они говорят, что мы выравниваем позвоночник, мы каждую косточку ставим на свое место. I had a young girl just a few months ago that I saw them put her spine back into place. Несколько месяцев назад у меня была молодая девушка, и вот я видела, как на ней прямо правили позвоночник. It was wonderful. I saw her grow 2 inches. И на моих глазах буквально она выросла на 2 дюйма. She was a young girl, only in her 20s. 20 с небольшим, молодая девушка, лет 20 с небольшим. She had curvature of the spine У нее искривление позвоночника было. since she was born, Она, с самого рождения, врожденное искривление. in a lot of pain. И очень болезненно это все. Sometimes the curvature goes this way in the spine. Иногда искривление принимает вот такую форму. I've worked with those, but her case was different. Но у нее был другой случай. Her case, the spine was bent inward. У нее как-то спина была, Instead of позвоночник to the был side, it не в was bent сторону, inward, не в сторону искривлялся, а внутрь. where she was walking humped over. То есть она такая согнутая, в согнутом состоянии ходила. And the spine was pushing on the organs where she was having problems breathing. И вот этот искривленный позвоночник давил, соответственно, на внутренние органы, что вызывало трудности с дыханием. And she wanted to have a child, and she couldn't И она хотела родить ребенка, но не могла. because of the way the spine was pushing on the organs. Именно потому, что искривленный позвоночник давил на внутренние органы. It was beautiful to watch them do the work. И это, с моей точки зрения, прекрасно было наблюдать за этой работой. Well, she's laying there, Она лежала, and they said they were pushing the spine down to push it back into place. и они сказали, что они сейчас буквально нажмут и выправят позвоночник And обратно. she said she could feel pressure. И она сказала, что она чувствовала это давление, это нажатие. No pain. She was in pain before, but no Боли при pain. этом не было. They pushed down on the spine, То есть они буквально нажали и выправили позвоночник. and she could feel the energy and the
pressure as they pushed it back into place. Она чувствовала вот эту вот энергию, чувствовала давление, чувствовала, что кости встали на место. Because I've asked them before, how do they work? They work with white light. Я их спрашивала вот несколько раньше, а как они работают. Они сказали, что они работают белым светом. This is why you see electrical charges. Именно поэтому иногда можно наблюдать, как будто вот электрические разряды по телу. But when she woke up, she didn't remember anything. Конечно, когда она проснулась, она ничего не помнила. And she goes into the bathroom. Она пошла в туалет. And she said, "Oh my gosh." И говорит, вот это да. I mean, she was walking like this. Она ходила, вот она шла так. And so she said, look at me, and I don't hurt. Смотри, мне не больно. And her father had brought her, Ее привез папа. and her sister their father and sister had come Папа и with her. сестра с ней приехали, привезли ее. So when we called them and said we were finished, they came to get her. Ну и когда мы закончили, мы им позвонили и сказали, что мы закончили, они пришли вместе. And she gets up off of the couch. И она встает с кушетки. So I saw her grow 2 inches. Я увидела, что у нее рост увеличился на 2 дюйма. They came in and they started crying. Они вошли и стали плакать. I said, I can't believe it. Мне говорят, мы не можем поверить. They were all crying. It was just so beautiful to see it happen. And she just stands up. She's straight and tall. Ну и было очень красиво наблюдать, очень приятно за тем, как она стояла, ходила. Because the doctors had said they didn't want to operate. It would be too complicated. It would cause problems anyway. The surgery is not necessary. Врачи на самом деле отказались ее оперировать, сказали, что это была бы очень сложная операция и не гарантированная с негарантированным результатом, поэтому результат, конечно, вот нашей работы был. We've done so many back things that I can't even count them all. Очень много, очень часто приезжают с проблемами с позвоночником. Okay. But anyway, I've talked with the body scan. I think I got a little off on that. But even if the person doesn't have any physical problems, но даже если человек не заявляет о каких-то своих физических проблемах, I still want them to do a body scan. Все равно я запрашиваю сканирование тела. Just to see. На всякий случай. And sometimes they'll say, no, the body is good. They're taking good care of it. Иногда говорят, что да, тело в хорошем состоянии, человек за ним хорошо ухаживает. They'll be able to carry the frame. That's what they say. И человек сможет вот, ну, как. So they don't always find things wrong. But anyway, we're going over the whole list of questions, and that's why I'm explaining. The physical is one of the main things. Да. Итак, мы просматриваем список вопросов, и физическое состояние тела, оно является одним из самых важных таких моментов среди этих вопросов. There is one question that I call the eternal question. Есть один вопрос, который я называю вечным вопросом. Everyone who comes in asks the same question. Каждый, кто приезжает, задает этот вопрос. Do you know what that question is? What am I living for? What? What am I living for? Well, Mission. you put it around a little Ну да, different. немножко But другими you saw the словами. video anyway. Ну, That don't count. нечестно. Cheating. The question everybody wants to know is, what is my purpose? Да, в чем цель моего, в чем мое предназначение? Да, смысл жизни, предназначение. Why am I here? What am I supposed to be doing? Что, чем я должен заниматься, что я должен делать, зачем я здесь? Everybody wants to know that question. Все хотят обнаружить ответ на этот вопрос. Am Получить ответ на этот вопрос. I on the right path? Иду ли я правильным путем? Am I running out of time? Или я опаздываю? What am I supposed to be doing? Чем я должен заниматься? They always say the same thing, no matter who we have, no matter what person it is. Независимо от того, кем является клиент, всегда ему говорят одно и то же. They never say you're here to have sex, make money.
Никогда не говорят, что вы пришли сюда, чтобы заниматься сексом, зарабатывать деньги, drink пить and have a good time. и вообще веселиться тут. Oh, darn. Нет. They never say those are the reasons you're here. Никогда подобные причины воплощения не озвучивают. They always say you're here to help people. Всегда говорят, что вы пришли сюда, чтобы помогать людям. That's the reason they give for everything. You're here to help each other. You're here to help people. Вы здесь, это причина всего происходящего. Вы здесь, чтобы помогать друг другу. Вы здесь, чтобы помогать людям. And I said, there's many ways to do that. How do you want them to do it? Правда, способов помогать окружающим очень много. Поэтому я спрашиваю, как вы хотите, чтобы этот человек помогал людям? And so they will tell them what they're supposed to be doing. И, соответственно, тогда уже говорят более конкретно, чем человек должен заниматься.